Каждый человек, у которого уже есть какие-либо накопления и который хочет увеличить свой капитал, рано или поздно задается вопросом, как заработать на акциях. Заработок на акциях – это доступный и перспективный способ вложения денег. Приобретая акцию, вы становитесь владельцем доли компании и имеете право на участие в управлении ею, а также получение прибыли в виде дивидендов. Главными преимуществами, благодаря которым акции так привлекательны для инвесторов, являются их потенциально высокая доходность и низкий порог входа. Любой желающий может приобрести акции, имея на руках даже всего несколько тысяч рублей. Итак, как же можно заработать на акциях? Можно выделить два варианта получения прибыли от акций. Это трейдинг и инвестирование. Остановимся подробнее на каждом из них. Трейдинг – это процесс спекулятивной торговли на бирже. Трейдеры зарабатывают на минимальных изменениях цены акций. Чаще всего они используют две стратегии. Это игра на повышение. Это когда трейдеры покупают акции по низкой цене и позже продают по более высокой. Такие сделки называются лонг или длинная позиция. И игра на понижение. Ее еще называют короткой позицией или шортом. Проще говоря, трейдер берет в долг акции и продает их по текущей стоимости с расчетом на снижение их цены в ближайшем будущем. Когда цены на акции упадут, трейдер возвращает долг, а разницу между покупкой и продажей оставляет себе. Подробнее про торговлю на бирже в лонг и шорт смотрите в одном из прошлых видео. Чтобы заниматься трейдингом, важно хорошо понимать, как устроен рынок ценных бумаг и постоянно отслеживать изменения на нем. В краткой и среднесрочной перспективе акции имеют очень высокую волатильность. Чтобы зарабатывать на таких скачках цен, трейдер должен уметь грамотно составлять прогнозы котировок и быть готовым к быстрому реагированию. Для этого ему пригодится знание технического анализа, который позволяет на основе статистических данных предсказать движение рынка с помощью различных индикаторов и графиков. Более подробно о техническом анализе вы можете узнать из отдельного видео на нашем канале. Второй вариант заработка на акциях – это инвестирование. Инвесторы чаще используют долгосрочные стратегии, то есть покупают акции как минимум на пару лет. В своей деятельности они чаще ориентируются на фундаментальный анализ. На стоимость акции может влиять большое количество факторов, таких как прибыльность компании, обстановка на рынке, настроение трейдеров, политическая ситуация и прочее. Фундаментальный анализ учитывает эти факторы и помогает трейдеру понять, как они могут повлиять на стоимость акций. Получить прибыль инвестор может от продажи акций, дивидендных выплат или комбинации этих способов. Прибыль от продажи акций. Когда компания развивается, запускает новые проекты, нанимает больше людей, совершенствует производство и увеличивает продажи, ее прибыль растет. Инвесторы это видят и покупают акции в надежде на высокую доходность в будущем. Чем больше желающих купить акцию, тем выше ее цена. Это безопасный вариант инвестирования, но самый низкодоходный. Как правило, он оправдывает себя только в ситуации, когда у инвестора большой капитал. Доход от дивидендов. Дивиденды – это часть прибыли компании, которая выплачивается инвесторам. Не все компании, чьи акции торгуются на бирже, платят дивиденды. Скоро на нашем канале мы опубликуем информацию о лучших дивидендных акциях, поэтому рекомендую подписаться. Преимущество дивидендов состоит в том, что они не зависят от котировок. Инвестор может получить дивидендную прибыль даже при падении стоимости акций компании. Размер выплат утверждает собрание акционеров. Дивиденды выплачиваются ежегодно, реже ежеквартально. Минус дивидендов в том, что у каждой компании своя политика по их начислению. Нельзя точно знать размер выплаты дивидендов на год вперед. Решения по ним принимаются на годовом собрании акционеров, поэтому придется следить за новостями компании. К тому же иногда компании по каким-либо причинам отказываются выплачивать дивиденды своим акционерам. На тему дивидендов на нашем канале есть отдельный ролик. Рекомендуем его также посмотреть. Где и как можно купить акции? Акции компаний торгуются на бирже.
Физические лица могут купить их только обратившись к профессиональному посреднику, брокерской компании или банку, имеющему соответствующую лицензию. На официальном сайте Центробанка есть перечень компаний, которые имеют брокерскую лицензию и могут легально проводить операции на бирже. Кроме этого, при выборе брокера стоит обратить внимание на предлагаемые тарифы. Их множество в зависимости от степени риска, необходимой стартовой суммы и размера комиссий. Во многом от грамотно подобранного тарифа зависит ваша итоговая доходность. В описании под этим видео вы найдете информацию о наиболее известных компаниях с выгодными условиями работы на финансовом рынке. А мы идем далее. Чтобы не рисковать реальными деньгами, новички могут попробовать себя в торговле виртуальными акциями, создав демо-счет. Технически такой счет работает так же, как брокерский, и дает максимальное точное представление о сути и работе трейдинга. Задача каждого инвестора – сформировать собственную торговую стратегию с оптимальным для него соотношением риска и доходности. Она может быть консервативной, умеренной и агрессивной. При этом здесь действуют правила. Чем выше риск, тем больше доходность. Новичкам рекомендуют выбирать консервативные, с минимальным уровнем риска стратегии, чтобы не слить начальный депозит в первые дни работы на бирже. Заключительным шагом является выбор и покупка акций. Все операции на бирже происходят онлайн. Для покупки акций можно использовать сайт или мобильное приложение вашего брокера. Начинающим инвесторам лучше отдавать предпочтение крупным компаниям, которые являются лидерами в своей отрасли и на протяжении многих лет показывают устойчивый рост прибыли. Это акции первого эшелона, их еще называют голубыми фишками. На российском фондовом рынке таковыми являются многие нефти- и газодобывающие компании, добытчики других полезных ископаемых, а также крупные ритейлеры. Опытные трейдеры могут рискнуть и попробовать купить акции растущих компаний в новых перспективных отраслях экономики. Больше информации о заработке на инвестициях в акции смотрите на канале Жажда Про. Сколько можно заработать на акциях? Потенциальная доходность акций велика. В целом это более высокодоходный инструмент, чем, например, облигации или банковские вклады, о которых мы уже говорили в прошлых выпусках. Однако стоит учитывать, что и риски здесь на порядок выше. Ваш заработок во многом будет зависеть от объема первоначального капитала, торговой стратегии и портфеля акций. Помимо этого, есть множество факторов, оказывающих влияние на котировки акций, что в итоге также влияет на заработок на бирже. А теперь приведем несколько ключевых правил, которые могут помочь вам успешно управлять инвестициями и сделками на бирже. Первое главное правило – торгуйте только собственными средствами. Ни в коем случае не берите для этих целей займы или кредиты. Не вкладывайте весь инвестиционный капитал в один вид акций или одного брокера. Помните о важности диверсификации своего портфеля. Не открывайте большое количество сделок на начальном этапе. Это поможет вам сконцентрировать внимание на текущих позициях и своевременно среагировать на рыночные изменения. Избегайте больших убытков. Оптимальный размер потерь за один торговый день не должен превышать 2-5% от суммы депозита. Этими цифрами следует руководствоваться во время использования стоп-лоссов. Будьте дисциплинированы и соблюдайте свой торговый план. Помните, что управление эмоциями, такими как страх и жадность, играет важную роль в успехе на бирже. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. В описании под видео вы найдете больше полезной информации.